Привет, всем Соколовский, и недавно я летал в Питер. Как видите, я вам даже не напиздел. Знаете, по итогам своего полета я понял, что я ненавижу, блять, аэропорты. Пишите в комментариях какие-нибудь свои ужасные истории про аэропорты, и в следующем ролике, самый интересный из них, я расскажу. Я не так часто летаю самолетом, потому что произошло это за мою жизнь от силы раза 3, и тем не менее я проникся просто глубочайшей ненавистью, знаете, просто до глубины души. И у меня есть несколько аргументов из своего опыта, буквально за одну поездку, почему это так. К сожалению, я просидел в аэропорту 2 часа, 3 часа, сильно опоздал, так что улетать уже не было смысла, и приношу извинения перед всеми людьми, кто меня там ждал и надеялся увидеть. Авиакомпания Победа — это просто что-то чудесное. Мой первый аргумент заключается в том, что все они ублюдки. Потому что, например, когда я сказал этому чуваку в процессе полета, что чтобы он проследил за пересадкой, он в итоге несколько проебланился. Он почему-то посмотрел, увидел, что там написано 13:30, и решил, что нам нужно прийти на самолет на посадку в 13:29. Это было просто гениальным решением с его стороны, и в итоге мы пошли к представителю. Это был 7S Airlines. Какое понтовое название. Но, тем не менее, нам там нахамили, и все, что нам предложили, это просто купить новый билет за дохера денег, потому что, естественно, когда вы покупаете билет буквально за пару часов до вылета, это не особо хорошо сказывается на вашем бюджете. Да и к тому же, в итоге, я бы опоздал на ту встречу, которая была у меня назначена в Санкт-Петербурге. В общем, полнейший тотальный пиздец. А все это могло бы исправиться, если бы они делали как другие авиакомпании. Другие авиакомпании по типу Победа, например, просто даже присылают смс-ки и пишут везде о том, что даже на билете, что так и так вы должны прийти на посадку в такое-то и такое-то время, иначе вы опоздаете. Для людей, которые не особо часто летают, это было бы очень хорошим подспорьем, и они бы тогда не пропускали свои самолеты. В общем, по моему мнению, S7 Airlines, несмотря на то, что проебался какой-то чувак из команды, которая не все организовывала, те еще уебки. Второй мой аргумент по поводу того, почему все аэропорты отстой и почему я их ненавижу, заключается в том, что они все еще большие ублюдки. Так. Все это время у меня была какая-то странная белая хуйня на кофте, но я не буду перезаписывать. Смотрите, не подумайте, я не пытаюсь продавать сумки или тем более их рекламировать, хотя жаль. Попробуйте угадать, что из этого попадает в багаж. Вот этот вот огромный рюкзак или это маленький портфель. Безусловно, вот это. Непонятно почему потом его придется ждать целый час из багажа, хотя можно было бы просто взять его с собой ручной кладью. Видите ли, это рюкзак, и в компании Победа, в том случае, если это рюкзак, это всегда нужно сдавать в багаж. А в том случае, если это портфель, например, вот если убрать лямку особенно, иначе могут мало ли не пропустить, тогда вы можете брать это с собой. Логично, пиздец. Но самый-самый пиздец заключается в том, что они даже еще больше уебки, чем вы думаете. Потому что, когда вы просто выходите в попытке купить маленькую, блядь, бутылочку воды, вы обнаруживаете, что она стоит 200 рублей. Охуевшие 200 рублей. Я недавно вычитал новость, которая вам все разъяснит. Изначально я думал, что, ну окей, может быть у них там очень большая стоимость аренды, и поэтому все вот эти вот продуктовые компании и прочее завышают ценник. Это было бы адекватно, я бы это понял. И недавно я прочитал следующее. Федеральная антимонопольная служба, очень крутые чуваки, заинтересовались, а что это происходит в аэропорте Москвы и в прочих, почему ценники такие высокие. И знаете, что оказалось? Оказалось, да, что они сказали, что тут высокая аренда, окей. Но потом арендодатели в свою очередь заявили, что аренда невысокая. Она такая же, как в любом, блядь, торговом центре. Откуда берется это ценообразование? Только из жадности. То есть получается, что люди просто пользуются тем, ну, которые пытаются нажиться в глава Бургер Кинга и прочих, просто пользуются тем, что людям некуда пойти, что город в 10 километрах отсюда, и они хотят пить. Это как в пустыне продавать Кока-Колу за $2 миллиона, они просто охуели. В общем, я ненавижу, блядь, аэропорты. Если ты поддерживаешь меня, делись этим видео по ссылке в описании с хэштегом «Ненавижу, блядь, аэропорты». Потому что их реально, блядь, ненавижу. Я еще, кстати, из Москвы добирался до Санкт-Петербурга от того, что не успел на самолет на Сапсане. Сапсан охуенный. Это не реклама. Все это время в кадре была вот эта вот видеокарта. Здесь, по-моему, 4 гига, это 480 Radeon. В общем, она кому-то из вас достанется совсем скоро. И еще один биткоин к тому же. Буквально через день-другой на канале BitJournal, все ссылки будут в описании, состоится масштабный розыгрыш, конкурс. Кто-то за репост получит вот это вот добро и много чего другого. Так что переходи по ссылке в описании и let's do it. С вами был Соколовский. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк, вот это вот все. Потому что какой-то застой произошел на канале в последнее время, и я постараюсь все это исправить. Всем пока.